невероятно больно. Мне не больно. Я 2 дня плакала. Я просыпаюсь, вот кровать в крови вся. И я такая, ну, все, без шансов. Жесть, Катя, жесть. А ты отец? Это вообще что? Кто это? Насколько я бесполезен. Нужно доверять тем людям, у которых ты рожаешь. Щит. Мы такие офигенные. Привет, друзья! Меня зовут Маша, и это YouTube-шоу «Что как?». Этот выпуск особенный, он в формате интервью. Мы поговорим о родах в Швеции через личную, очень трогательную историю 2 ребят, которые прошли большой путь, чтобы стать родителями. Этот выпуск про силу, уязвимость, поддержку и любовь. Обязательно пишите в комментариях, что вы почувствовали во время просмотра, что откликнулось именно вам. Для нас это очень важно. Итак, мы в гостях у Гриши и Кати. Это украинско-русская семья, и мы находимся в Стокгольме. Привет, ребята. Привет. Спасибо большое, что согласились на интервью. Сегодня мы поговорим про вашу семью, может быть, про историю любви, про то, как заводить детей в Швеции и с какими сложностями вы сталкиваетесь. Не знаю, давайте начнем, наверное, с того, как вы, может быть, познакомились, как это случилось, где вы познакомились. 2017 год. Я с другом поехал в Киев отмечать Новый год. И в одном из заведений мы встретились через общих знакомых. И я почему-то начал ей рассказывать, что у Луи Армстронга есть песня «Очи черные», которую он поет с очень таким махровым акцентом американским. И она не поверила мне, я сказал... Да, говорю, да ладно. Я, ну давай я тебе пришлю. И добавил ее на мессенджере. Причем это не было какой-то спланированной акции, просто как-то вот действительно мы заговорили про Линди Хоппу, про джаз. Музыка. И все, и потом после этого еще раз встретились. Ну, на следующую ночь, уже новогодняя ночь была, и мы уже поняли, что что-то есть, магия какая-то. происходит. Magic. Блин, как здорово. Гриш, ты, получается, уже жил в Швеции на тот момент, а ты, Катя, жила в Украине. Да, я жила в Киеве. Ну, потом как развивались ваши отношения? То есть это были отношения на расстоянии или... Да, мы полгода встречались на расстоянии. Там каждые 3-4 недели где-то встречались, куда-то ездили. И потом летом наверное, весной мы уже поняли, что хочется жить вместе. Летом я нашла работу здесь, в Швеции. И в сентябре уже переехала совсем. Классно. Так достаточно быстро, да? Да. Вообще здорово. И, в какой момент вы поняли, что вы хотите заводить детей? Это смешной вопрос, потому что мы начали говорить про детей в первую ночь. Между прочим, он начал говорить про детей. И это было настолько, смешно, мы тогда посмеялись, такие, прикинь, мы такой встретились с тобой вообще, там, завтра, может, уже не увидимся никогда, вот, а прикинь, нас там через 2 года или 3 года будет. Да. А я говорю, ты не боишься сейчас меня спугнуть? Нет, это здорово, когда мужчина, мне кажется, про это говорит, потому что, мне кажется, чаще, мне так кажется, что женщины чаще про это начинают говорить, мужики такие, чё, Да. Просто шаблоны порвал на первой встрече. То есть ты до этого уже мечтал о детях, или ты просто встретил Катю и такой, я просто шутил. чувствую? Я просто шутил, да, там не было ничего серьезного. И просто мне показалось забавно, что мы что-то там такие глубокие разговоры вели. Я говорю, прикинь, у вас еще дети будут через 3 года. Познакомились буквально позавчера. Да. И как-то очень близко уже общаемся. То есть здесь, в Швеции, вы решили заводить детей. А как вы, не знаю, к этому готовились? Осознанно мы уже начали говорить про это через год, наверное. Да, где-то через год. Катя, тогда вопрос к тебе. Когда ты поняла, что беременна, ты как-то к этому готовил? Ты поняла, окей, надо готовиться к родам. Что ты делала? Вот в момент, когда мы перестали предохраняться, через полгода у меня тест показал 2 полоски. Радость, счастье, все, мы будем родителями.
И, по-моему, было 7 недель, 7,5, когда у меня сильно заболел живот в боку. Мы были в гостях, и это как-то очень неожиданно произошло. Мне настолько плохо стало, что я думала, меня сейчас стошнит. И я сказала Грише, что нужно ехать в больницу. И Гриша вынес меня из квартиры, Да, уже не могла идти. посадил в такси. Я такая, почему такси, почему не скорая? Сколько-то проехали, я просто там не могла сдержать стонов, просто от боли согнулась. И в какой-то момент мне опять стало плохо. Я сказала, что остановите машину, мне сейчас нужно выйти, меня стошнит. Водитель очень испугался, остановил прямо на дороге, и мы выскочили где-то на остановке. Для Лихольма нормальная остановка прям посреди. Ну да, потом мы уже вызвали скорую, и приехала скорая, и оказалось, что типа это внематочная беременность. Да, и Был разрыв. плод разорвал трубу фаллопиевую. Скорая меня привезла в больницу, там мне быстро все сделали, очень как бы вообще никаких вопросов к медперсоналу, они все как бы все правильно определили, быстро сделали операцию, вырезали вот эту трубу порванную, проверили сразу же вторую, сказали, что там нет прохода, она не рабочая. Мы вас направляем на ЭКО, да, искусственное оплодотворение, которое здесь на бесплодную семью дается от государства бесплатно. Еще был момент, когда мне проверяли оставшуюся трубу пену. Ага. Тоже было такое исследование, и сказали, что после вот этого исследования пена может прочистить эту трубу, да, и есть возможность как бы естественного оплодотворения. Это Но все говорит- невероятно больно, невероятно страшно, и просто какое-то, мне кажется, Ну, ужас. на самом деле, да, все говорят о том, что такое исследование, оно болезненное, но мне было совсем не больно. Я не знаю, как так, хотя врачи тоже такие смотрели на меня, как бы спокойно переносящую эту процедуру, и такие, you're doing well. Я говорю, мне не больно, все. Вот было это исследование второй трубы, да, и через пару месяцев у меня опять положительный тест. А мы уже начали... Да, мы уже записались на ЭКО, и у нас уже есть там запланированная встреча. И он нам еще сказал, говорит, ну вот я смотрю, у вас были исследования, говорит, мы спросили, а нам надо как бы предохраняться, что как нам себя вести? Он такой, да нет, говорит, у вас типа без вариантов уже, там, Да, там... можете даже не париться. Вот. Ну, фиг не париться. И что-то проходит, сколько-то там недель, она такая, мне кажется, я беременна снова. Я такой, а у меня первая реакция такая, щит. Она такая, это ты так рад, что я беременна? А у меня просто в голове... А у меня сразу в голове, да, все вот это вот. Потому что есть большая вероятность, что это снова внематочно. Да, и потом... Да, и ну вот чудо произошло. Вы готовились к ЭКО, но тут вы узнаете, что ты беременна. Да, что я беременна естественным путем. Прям чудо произошло. А естественно, очень много страха, потому что очень велика вероятность, что это еще одна внематочная. И я сразу звоню в больницу, или Гриша это сделал, и мне говорят, да, нужно проверить, сделать УЗИ. И у меня попутно начинает уже в другом боку болеть. И я такая, все, без шансов. Мы делаем УЗИ, и врач говорит, все нормально. The pregnancy is in the right place. И я такая, все, справа, да. Он говорит, нет, она в матке, все нормально. В правой трубе. Да. А он сказал, что она в правильном месте, да. Мы на эмоциях выходим, неужели вот оно сбывается опять? И на 10-й, почти 11 недель у меня происходит выкидыш.
Да. Вот эта потеря была намного сложнее, чем первая. Первую мы как-то так собрались, и мы никому не рассказывали, просто прожили, окей, сделаем эко, все будет хорошо. А здесь меня просто размазало. Я 2 дня плакала. Пандемия, короче, выкидыш. Да, ну да, вот этот момент мы дольше, наверное. И тогда мы решили, что мы как бы не будем ничего скрывать. Да, вообще тут уже хотелось просто разделить хоть с кем-то. Кем-то, да. Да, потому что сами уже просто не вывозили. А к кому вы пошли? Вот вы понимаете, что вы уже вдвоем не вывозите. Ну, да, хочется с кем-то еще поговорить, может быть, получить поддержку, совет. Куда вы пошли или что делать? Ну, это были родители Гришины, моя мама и подруги мои, которые здесь живут. Они с моей мамой обсудили, тоже мама мои выкидыши, тоже как-то поговорила. Ну, короче, как-то через вот разговоры как-то... И в первые моменты, наверное, мы вообще не разговаривали о том, что будет, но через какое-то время я понял, что если мы начнем все-таки это обсуждать, то это будет какой-то положительный момент. И тогда там осторожненько я начал так, типа, эту идею. У нас же еще остался вот этот вот Да. искусственное оплодотворение, которое Этот нам... шанс еще Да, остался. слот, Да. да. Потому что мы там и закончили. Вообще нужно понимать, что это случилось в марте, а мы начали разговаривать ближе к лету, наверное, да? Но на май у нас уже была первая встреча. Вот на момент второго выкидыша уже как бы мы понимали, что мы хотим детей, и вот желание иметь детей все таки было сильнее, чем страх, что что-то пойдет опять не так. И после второго выкидыша вы все еще вы понимаете, что вы хотите детей, и вы сделаете все, что возможно, чтобы завести детей. Кстати, может быть, были мысли, типа, взять откуда-то ребенка в плане из дома? Или пока что... Ну, еще оставался вариант ЭКО, Да, и вы, получается... мы решили, да, что мы попробуем этот вариант обязательно. Ну, а там уже... Да, я думаю, что будет такой момент, когда мы начнем думать о том, чтобы завести, у усыновителей. Окей, ну давайте двинемся к ЭКО. Да. Как это происходит? Вообще, что это такое? Есть клиники, несколько клиник в Стокгольме, которые этим занимаются. Нужно позвонить туда, назначить первую встречу. Они все объясняют, как это проходит, дают там брошюрку, где расписывают, что будет происходить там прям ежедневно, по дням. Выписывают лекарства, которые нужно колоть, показывают, как правильно делать, назначают следующую встречу. И, собственно, все. Ну, а как это получается? То есть это ребенок, которого создают сначала в пробирке, а потом помещают в тебя, Да. правильно? Ты, получается, там пьешь витамины, тебе колят витамины. Это не витамины, нет. Гормоны. То, что мне колят, Гормоны. это гормоны, которые... Один гормон, который стимулирует созревание яичников. Если в нормальной ситуации у нас по одному каждый месяц выходят из яичников, то вот этот гормон, он делает так, чтобы в одном яичнике созрело там 10-15 яйцеклеток сразу. И они сразу выходят, и их сразу... Они не выходят, потом ты колешь другой препарат, и вот он как раз их релиз выпускает из яичника. И приходишь на процедуру в определенный момент, это прям по часам должно быть, чтобы препарат подействовал. И они иголочкой заходят вот туда к яичнику и вытаскивают эти яйцеклетки. Потом смотрят на них, насколько они хороши, насколько они жизнеспособны, да. И здесь опять у нас было немножко стресса, потому что в норме там около 10-12 хороших яйцеклеток бывает при такой процедуре. У меня там, по-моему, 6 было. Или 7, да. Куда это надо колоть? Колоть нужно в живот. Вот так. Но там на самом деле очень тоненькая игла, которую почти не слышно. То есть берешь складочку, вкалываешь, и, собственно, все.
Ну, это для меня не было особой проблемой. Я не, Ну, не тоже через такая такое прошла. впечатлительная, да, как бы я нормально кровь воспринимаю, и все. И иглы тоже. На самом деле это, по-моему, 10 дней или около того, 10-12 дней такого. А сколько вам, получается, лет было в этот момент? 33. Да, мне чуть меньше 32. Тебе подсаживают яйцеклеточку, которая созревшая, оплодотворенная, и у тебя твоя беременность проходила хорошо. Да, там через какое-то время нужно сделать тест. Они даже дают тест с собой. И да, он положительный. Мы тихонько радуемся, очень тихонько. Вот так вот просто с замиранием. Естественно, мне назначили раннее УЗИ, чтобы проверить, что это не внематочное. Проверили, все в порядке, беременность в матке. Все, можно выдохнуть и Такой, каждый такой моментик, Да. такой, окей, дальше. Окей, дальше. Да. Потом 10,5 недель опять мы напряглись, потому что выкидыш был как раз в это время приблизительно. Потом перевалило за 10 недель, за 11. Опять выдохнули. Еще до 12 недели шанс выкидыша еще остается. 12 недель. Опять. И вот на 18 неделе УЗИ, на котором нам говорят, что плацента находится, закрывает выход из матки, Да. закрывает шейку. Плацента превия называется. Да, предлежание, если на русском. Говорят, ну, это такое часто бывает. Мы вам на 30-й неделе сделаем еще раз УЗИ. Чаще всего эта плацента вместе с ростом матки, она просто уйдет наверх и откроет проход. Но нет, так не случилось. 30-я неделя у меня, да, это осложнение, при котором нельзя рожать. Нужно делать кесарево, да, обязательно, потому что схватки спровоцируют сильное кровотечение, при котором можно никого не спасти. Нам на февраль, на начало февраля назначили, по-моему, это было 9 февраля, нам назначили кесарево. Это не полный срок, потому что, на всякий случай, там меньше 35 недель, чтобы точно не было схваток. И, по-моему, 2 января у меня кровотечение. Я звоню, говорю, кровотечение. Они говорят, насколько сильно? Я говорю, ну так, чуть-чуть. Типа, не прям течет. Говорят, приезжайте, мы вас посмотрим. Я приехала, мне поставили эти штуки, которые мониторят плод. Буквально часа 2-3 я там побыла. Кровотечение закончилось. Говорят, ну все, давай домой. А я такая, окей. 26 января опять кровотечение. Говорят, ну приезжайте, посмотрим. Опять поставили все нормально с плодом, но кровотечение еще некоторое время было, и меня там оставили, по-моему, на 5 или на 6 дней. Даже так? Да, я в больнице провела 6 дней, мне сказали вставать только в туалет, мы вам будем еду приносить, да. Вообще по минимуму шевелений. Но потом отпустили домой. 3 февраля, 4 часа утра, я просыпаюсь от ощущения, что вот как при месячных, если не низ живота болит, а вот что-то выходит. Я вот от такого ощущения просыпаюсь в 4 утра. Естественно, я испугалась, я вскакиваю, бегу в ванную, выливается просто вот так хлюп. Да, крови. я просыпаюсь где-то минуту после этого, я просыпаюсь в кровати, мы здесь жили, я просыпаюсь, вот кровать в крови вся, Да, тут и следы капельки, такие в ванну. И в ванной просто как фильм ужасов. Кровь на полу, вот так на стенах везде. Ну, мы сразу скоро вызвали, Да. они сразу приехали. Да, они спросили, насколько сильное кровотечение, типа, течет по ногам? Говорю, да, течет. Они приехали, буквально, я не знаю, через 5-6 минут. Смотрели, говорят, ну, с плодом все нормально, типа, он не distressed, в порядке. Вот в этот момент, когда это все происходило, то есть, я не знаю, у меня прям дрожь по телу, даже как слушая это, как это было, это типа в моменте
Не знаю, вы через столько прошли, еще это. Что вообще ты чувствовала в этот момент? Но у меня почему-то не было страха за свою жизнь или за жизнь ребенка. У меня какое-то, типа, мы и это переживем, все будет хорошо. Мы думали, что типа сейчас посмотрят туда-сюда, а они такие, ну все, давайте. Да, мы с собой не брали ни зубную щетку, ни вообще ничего. Все это ставили, взорвались. Ну, Да, вы думали- кошка тут осталась сама без запаса. Короче. В итоге нам дают одежду специальную, перевозят в другую палату. Там уже типа шухер такой, все готовятся. И, ну, как обычно, наверное, везде в кровати разделяют чуть полотно такое кладут, чтобы Да, не оно была вот здесь сама операция. находится. Вот. Меня сажают вот так вот в ее у головы. У меня постоянно ощущение, что я просто, ну, как бы, что я здесь делаю. Ходят какие-то взрослые дяди в халатах, типа, все серьезно, там ей вкалывают эту анестезию, вот. И тут такой останавливается врач, такой говорит, а ты отец? Я такой, да. Так сядь поближе, что ты тут такой стесняешься? Окей. Вот. Ну, я понимаю, что, окей, это моя роль здесь, как бы мне нужно участвовать, присутствовать. Ну, Катя, ты была, получается, в сознании. Да. И вы могли как бы рядом вот пообщаться, там все Да, такое. да, То есть, да, как бы, всё и такое. это круто, что тебе разрешили быть в этот момент рядом, потому что это даже, ну, операция, как бы, Да, там, операционная. Не то, что разрешили, это обязательно. прям, да. Это обязательно, присутствие обязательно. То есть тебе нет опции, типа, а можно мне там не быть? Нет, ты как бы мы готовы, вы идете на роды, тебе дают твой костюм, ну, одежды, ей свой, и вы идете вместе. С ней вот такое, а ты хочешь, типа... Вот. Это Ну, и просто норма. у меня тоже не возникло ощущения, что, типа, я должен спрашивать, должен ли я туда идти. То есть это какой-то естественный шаг. Ну да, и, кстати, к вопросу о партнерских родах, мы это обсуждали еще, когда не знали, что будет такая ситуация. Мне кажется, сразу было понятно, что Гриша хочет присутствовать, но у меня был вопрос, не отразится ли это на наших отношениях, на нашей сексуальной жизни. Но Не отразилось? вообще. Не-не. Ну, и сейчас уже думаю, типа, вообще не может быть таких даже обсуждений. То есть, типа, ты просто участвуешь, и все. Это тоже связано же все между собой. Ответственность, она выражается в том, что ты оказываешь поддержку в нужный момент, и это, конечно же, на уровне чувств. То есть ты чувствуешь ответственность до такой степени, что тебе хочется сделать человеку легче, проще. Вот, и тогда ты, конечно, и руку держишь, и вместе там и кричишь, и так далее. Вот. Ну, было ощущение какой-то сюрреалистичности, потому что там что-то происходит, мы ничего не понимаем, и в какой-то момент такой... Уже что, все, что ли? Да. Типа? Да, его приносят, и я такая, вообще, что, кто это? Что Да, происходит? дальше все, Почему он типа, такой синий? все просто мелькает. Ты, типа, его кладут ей на грудь, первое, типа, вот это касание, вот, потом ее возят, значит... Так Катя на грудь плотно. Да. Потом ее возят сразу же дальше там на какие-то процедуры хирургические. Зашивать. Зашивать, да. И мне такие, сюда, типа, в другую комнату, мы заходим в другую комнату, там, типа, мне дают ножницы, я такой, что делать? Они такие, режь пуповину, я такой, что? То есть там как бы по умолчанию Да. отец Да. режет пуповину. Да. Вот. И у меня, типа, руки дрожат, я такой, вы уверены? Он такой, да, давай. Я такой, окей. Ну, мне там, типа, они очень безопасно делают, тебе нужно перерезать. Ну да. Вот. Перерезаешь. Потом, типа, я просто не понимаю, что происходит, я в шоке полном. Он кричит, они там делают все, что нужно, там дают ему водички, там еще что-то. Вот. То такая на меня смотрит врач, такой, телефон есть? Я такой, да, давай сюда. Я даю телефон, она начинает снимать, типа, чтобы... О, как круто! Ну, она поняла, что, типа, я не в адеквате, вот, что нужно, типа, помочь. Конечно. Ой, как круто! Да. Она пофоткала, сняла, вот. Блин, как это классно. Да. Ну и потом у Тео из-за того, что это было кесарево сечение, у него не вышла вся влага, вся вода из легких. Вот. Потому что когда он проходит, он выжимает, он проходит. И поэтому у него была проблема с дыханием, и у нас неонатальное отделение сразу отвели. У вас было понимание, в какой конкретно больнице вы будете рожать? Выбирали ли вы там
вот с этой женщиной мы будем рожать там или... Ну, то есть было ли что-то такое? Или просто это вот рандомно случилось, первая попавшаяся больница? Нет, больницу выбираешь на этапе беременности, там где-то в середине. В принципе, здесь есть такая опция. Бывают на протяжении всей беременности есть акушерка, с которой ты общаешься, которая ведет беременность. И бывают случаи, когда эта же акушерка работает в родзале какой-то больницы. И типа можно... Вот ты с ней всю беременность общаешься, и она у тебя принимает роды. Но мы так не делали. Мы как бы не знали... Ну да, я понимаю, почему ты спрашиваешь. Типа нужно знать... Нужно доверять тем людям, у которых ты рожаешь. Ну да, но просто вот как раз-таки такой уровень недоверия там в России, в Украине, в Беларуси, что ты такой, блин, вот она выглядит адекватно. Вот, пожалуйста, давайте мы с вами... У нас какой-то ты даже узнаешь там семью, возможно, человек. То есть ты как бы понимаешь, так, вот этому человеку, вот он меня за ручку поддержит в ответственный момент, или там в ответственный момент примет решение, я вот доверяю этому человеку. То есть здесь, я так понимаю, есть ощущение того, что, в принципе, все врачи достаточно добрые, компетентные, и ты как бы, ну, в целом доверяешь, ну, всем как бы, да? Вот, да. Именно в этом дело, что здесь не нужно тебя узнавать. Ты как бы стала матерью, и это то, там, чему тебя не учили, да, это первый раз в твоей жизни, и ты, получается, стала матерью в Швеции, и рядом нету твоей мамы, нету твоих родителей, Гришины родители тоже не рядом, то есть, ну, вот в этот момент ты, ну, у вас нету семьи, да, и как вот была ли нужда в родственниках рядом, была ли нужда в твоей матери, чтобы она тебе немножечко как-то разделила с тобой этот момент, или нет? Ну, нам на тот момент хотелось вот какой-то... Это наша семья. Мы вот хотелось как-то закуклиться, что ли. И, в принципе, все шло хорошо. Но большим плюсом было то, что у нас здесь знакомые, ну, или наши друзья, у которых тоже есть дети. И мы, когда выбирали квартиру, искали, то мы как раз рассматривали этот район, потому что здесь живут наши друзья с детьми. И мы с ними как раз об этом говорили тоже о многом. И с ними вот от них была поддержка, конечно. Они шведы? Ну, там смешано все очень. Эстонка, немец и русские пара одна. И мы с ними так и продолжаем общаться. Вот. Да, у них А так просто одинокая волчица. Два волка тогда и волчонок. Сама все вывозишь. Получается, Тео подрос, и, ну, вторая беременность была ли она запланирована, или она была случайная? Не, мы особо не планировали. Да, но нам же сказали, что у вас как бы без шансов. Шансов нет, да. опять. И мы на те же грабли. Жах. Ну, я тоже до последнего не верила, что, ну, задержка, ну, наверное, потому что я начала больше кормить Тео. Там это связано. Потом, ну, ладно, сделаю тест на всякий случай. Та-да! 2 полоски. Я такая, нет, я не готова, я не хочу, нет, только не сейчас. Я только вышла на работу. У меня только началась чуть какая-то, да, социализация налаживаться. Я сообщаю об этом Грише. Гриша И он такой, ура! давай! Но, да. Ты пошла в этот раз на обследование? Да. Я сразу тоже написала, ну, или позвонила, сказали, да, приходите к нам, сделаем УЗИ ранее. По УЗИ все хорошо. Просто чудеса какие-то. Но и тут важный момент, что я хотела второго ребенка. Я просто не думала так сразу, так рано, что меньше 2 лет у них разница была. Я думала, ну там после 3 лет чуть-чуть выспимся после Тео, и там съездим где-то сделаем еще одну ЭКО. Эта беременность без осложнений. Меня спросили, ну, вернее, тут даже рекомендуют рожать естественным путем.
после кесарева, если оно одно только. И вот это было самое большое удивление для всех наших Да. знакомых в России, потому что, в Украине, потому что там сразу говорят нет. То есть если у тебя было кесарево, То есть, то если сразу... у нас оно было, то там уже, ну все, туда же. Да. А тут они говорят, типа, осложнений нет, типа... И все, мы такие, наверное, в какой-то момент они скажут, что вот нужно будет кесарево делать. Они такие, не, все нормально, типа, делаем, как обычно. Мгм. Ну и в этот раз не было вот этой, как ты сказала, предлежания не было, все Нет, было нет. окей. Все было, да, все было хорошо. Но такой экспириенс, который Это жесть, Катя, это жесть была. Двое раз в суток. жизни, да, я больше не хочу. Да. Окей, ну то есть, во-первых, сначала начались схватки, правильно? Да, схватки начались. Или отошли? Нет, схватки начались, и они были такие нерегулярные, 2 суток. То есть там каждые 30-40 минут до часа, и сложно спать при этом. В какой-то момент я позвонила в больницу, говорю, что вот такая ситуация, я уже не сплю долго. Мне сказали, приезжай. Потому что у меня шов, они говорят, мы не хотим, чтобы матка слишком устала, перенапрягалась, да, перетрудилась, потому что это повлияет на шов. Они вкололи релаксанты и какие-то обезболивающие, и чуть-чуть это остановило боль и схватки сами. Я там провела ночь, и, получается, на следующий день, 31 декабря. Все началось с того, что мне прокололи пузырь, вот этот околоплодный, потому что он сам не разрывался, воды не отходили. И вот с этого момента все очень больно стало, очень быстро начало происходить раскрытие. Я сразу же попросила эпидуралку, потому что я уже не могла просто терпеть. Целый день такое. То эпидуралка действует, раскрытие прекратилось, дают мне окситоцин, который провоцирует схватки. Опять больно, опять чуть-чуть уменьшают. В общем, и Гриша при этом Был рядом? был рядом, да. Там есть один трюк, который нужно делать, когда схватка вот на пике. Нужно нажимать на колени. Вот. Я сижу в такой... Мышцы таза расслабляют. Да. И для этого Кстати, в нужно какой позе опираться. происходят роды здесь, в Швеции? То есть это типа лежа или сидя, или что вообще, как это? Всех. То есть как то хочешь, есть да? основные 3 позиции, в которых я была, это вот, вернее, даже 2, пока раскрытие происходило, это вот так сидя, как на троне они это называют. Да, поза трона, да. Да, или вот так развернувшись, облокотившись на спинку. На четвереньках. Да, на четвереньках. Сама последняя стадия потуги, это было на боку, и мне одну ногу держали, да. Просто поза, в которой вот обычно рожают, да, которая в фильмах и везде, что эта поза на самом деле удобная для врачей, но она не очень естественная и не очень удобная и для женщины, и для плода, и что вот там на тех же четвереньках или как-то полусидя, полустоя, это как бы более анатомично. То есть здесь как... было не как в фильмах, да. Не было такого, что типа просто лежит, там ноги поднимают, такой, тушься. Нет, типа, здесь то, что они показывают в фильмах, это там последние 5 минут, наверное. Там куча времени, миллион поз сменилось, и поспала чуть-чуть. Да, был момент, 20 когда я минут. на 20 минут отключилась. Вот просто какое-то состояние отдыха, сна, но я при этом слышу все вокруг. И тут происходит смена акушерок, и она такая заходит, акушерка новая, привет. Ну что, рожаем? Ты такая, да. Ну, я И все, 20 я минут, и освежилась, такая, у меня силы прибыли. Я готова. у меня в этот момент самое главное мое ощущение, я помню, на протяжении всего этого времени, насколько я бесполезен. Ну, то есть я понимаю, что ей дико больно, я ничего не могу сделать. Нет, Я такой, ты делал вот ну то, я что понимаю, ты делал, да, но, и это помогало. Да, но у меня, типа, ощущение, что, типа, просто я ничего не делаю, я просто нахожусь рядом, типа, там, даю ей сок попить, еще что-то, вот. И мне такое ощущение, ну, просто хотя бы чуть-чуть, ну, хотя бы там 30% боли просто дайте, чтобы я почувствовал, да, чтобы
Ну, короче, это да, это такое. И вот это самое неприятное ощущение, что, типа, ты ничего не можешь сделать. Даже то, что ты делаешь, ты как бы в твоих глазах это как бы, ну, не особо... Параллельно с этим началось полномасштабное вторжение России в Украину. И я представляю, это, получается, это как раз твоя беременность, наверное, совпала с этим. И просто осознать, что вот, типа, началась война, какой-то трэш, и вы беременны, у вас свои какие-то... То есть это просто, мне кажется. Вот как это было? Ну, можно... У меня, да, была мысль, в какой мир мы приводим детей, людей. Ну, у меня дети был терапевтический момент, потому что ты понимаешь, что вот у тебя нет права вот это вот все как бы распространять на ваше какое-то семейный уют. То есть ты должен как бы, окей, там ты решаешь какие-то вопросы, проблемы, а тут ты папа, и ты должен давать вот это внимание, там, любовь, все остальное. А любовь, которую он дает, мне, да, безусловно, которую он просто видит, что я его отец, и поэтому она как бы меня тоже дополняет какой-то, восполняет какой-то энергией, как бы, и силами. То есть это очень как бы give and take. А есть ли такое, что ты думаешь, блин, ради своих детей я должен что-то делать? Ну да, то есть, типа, вот... Плюс у вас еще ситуация, что Катя из Украины, ты из России, но вот у тебя тоже, да, есть украинские корни. Как бы, не знаю, вот как-то это были какие-то, не знаю, эмоции по этому Ну да, поводу? интересно, я не думал об этом. Наверное, все-таки это связано больше с тем, что я давно это в себе держал, а тут как бы я понял, что нет, окей, я должен в этом участвовать, потому что это как бы мой какой-то личный долг. Тут больше, наверное, мне было как сделать так, чтобы это не отразилось на воспитании, на моем присутствии и так далее. Вот это важно. У меня нет ощущения, что типа вот я борюсь ради того, чтобы наш мир стал лучше, чтобы они в нем как бы чувствовали себя комфортно. Да, мне кажется, что очень круто, что в такой ситуации у вас есть такой островок безопасности, как Швеция, где можно просто сосредоточиться на каком-то быте, да, на просто вот обычном семейном счастье. Просто если представить, если бы вы по какой-то причине, ну, то есть если бы вы там жили в России либо в Украине, ну, то есть была бы тоже ваша семья только там, с чем бы вы тогда столкнулись? Типа... Ну, я даже представлять себе не хочу. Да, то есть как бы насколько, слава богу, что вы находитесь здесь. И что вот это вот обычно семейное, вот эти все проблемы, да, там плачущий ребенок или какие-то там... Ну, это все это те проблемы, которые, ну, с которыми очень многие люди сталкиваются, но это, можно сказать, какие-то житейские проблемы, которые ты преодолеваешь, становишься сильнее, и ты как... И на самом деле в этом есть какое-то счастье. Ну да. Ну, то есть Швеция островок безопасности, а в нем еще у нас есть свой островок безопасности, который как бы дает тебе возможность не поехать. Я, наверное, на 90% уверен, что если бы не было семьи бы, то я бы там уже был. То есть я бы... Воевал бы. Да. То есть я бы... Ну, На стороне Украины. Да. Я просто... на всякий случай. Мне было бы тяжело как бы совсем не участвовать в этом. Посоветуйте для тех, кто еще только готовится к родам, на что обратить внимание, что, может быть, заранее, не знаю, как-то подготовить рюкзачок или что прочитать заранее, что посмотреть заранее, с чем ознакомиться. Вот какие бы советы вы могли бы дать? Очень много материала есть на местном сайте, который 1177.se. Там есть раздел о подготовке, о том, когда звонить в больницу, о том, что с собой лучше иметь. Ну, и это очень помогло мне подготовиться. По моему опыту я бы посоветовал быть немножко пробивным в каких-то вопросах, потому что часто бывает такое, что врачи не до конца осознают, что тебе что-то надо, и поэтому нужно там настоять, что нет, нам нужно забронировать это время, потому-то. Первый раз, когда у нас была внематочная беременность, мне казалось, что мы немножко как будто бы стесняемся сказать, что вот у Кати боли какие-то. И когда мы сказали один раз, она сказала, ну, такое бывает. Да, типа ничего страшного, да. Хотя надо было... Да, мы не продавили, что нужно провериться сразу. Вот. Второй раз, когда все это мы проходили, я звонил, говорю, там, нам нужно время. Такой, ну, тогда, не-не-не, нам нужно время, вот
тогда-то, Мгм. тогда-то. То же самое со скорой было. Вы сначала вызвали такси, и потом только скорую. То есть вы такие, типа, стеснялись, типа, вот. И то есть в этих ситуациях лучше прям... Да, Кстати, да. у меня тоже был такой опыт. Я когда к врачу обращалась здесь, я знала, что такое, и я прям говорила, да, типа, у меня очень болит рука, хотя, ну, там, короче, я немножечко Accentuate. приукрасила Да-да-да. свои симптомы, чтобы получить эту помощь, потому что, ну, так тебе... То есть они такие, а когда вы повредили руку? Хотя я повредила её месяц назад, я сказала, только что. Они такие, типа, окей, давайте, мы вам дадим время. Да-да-да. И это помогает, то есть, как бы, когда ты показываешь, что нет, это нужно прямо Да. сейчас. Вот. Ну, а вообще, я не уверен, что к этому как-то можно заранее подготовиться хорошо. Ты должен просто в целом внутренне понимать, что, ну, что тебе это надо. И тогда сложности, они все решаются по ходу уже. Конечно, это сложно. 2 маленьких ребенка. Но то, что мы этого хотели, это безусловно. Да. Для меня, мне кажется, самый такой главный момент был, что, типа, мы такие офигенные, что мы, типа, через это прошли и не сломались там, не разошлись, не расстались, не поехали кукухой. Тоже важно. Спасибо, что были с нами и досмотрели это видео до конца. Мне кажется, получилось очень душевное и честное интервью, и я лично была очень тронута открытостью ребят и готовностью поделиться своей личной историей. Я им очень благодарна. Пишите в комментариях, какие у вас впечатления, какие у вас эмоции. Хотите ли вы, может быть, продолжение их истории, или какие темы вы бы хотели, чтобы мы освещали в будущих выпусках. Обязательно пишите об этом, нам это поможет делать контент более интересным для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это помогает нашему проекту расти. А если хотите нас поддержать денежно, то подписывайтесь на наши Boosty или Patreon. Все ссылки вы найдете в описании. Спасибо вам за просмотр, берегите себя и своих близких. И до новых встреч!